Возьму своей сильной стороной, красотой и обаянием, и очаровательной улыбкой. Профессиональная гримерная косметика. Момент просто замазать тональником для меня не подошел. Само обучение, легко ли оно тебе далось? Я прошла афганскую войну. Для меня это было тяжело. Были ли у тебя моменты, когда ты не сдавала какой-либо тест? Да, я 2 раза не сдала. Мне нужно было там 2 дня еще как-то выживать. Что ты кушал? Стартер-пак. Я не выдержу. Ты уволилась одним днем, Да. как и я. Как снежный ком, который нарастал, Да. нарастал, а потом взорвался. Ты меня понимаешь, Да, наверное, да. что когда я увольнялась, я думала, Emirates, я вам так сказала, Депрессии нет? я не знаю. Что не так с Да. Emirates? Много что. Всем привет, я Марина, психолог, коуч и эксперт по подготовке к собеседованию в арабские авиакомпании. И сегодня наш подкаст о, не побоюсь этого слова, самой грандиозной авиакомпании мира Emirates. И мы поговорим о том, как живется, работается и стоит ли вообще бросить все и рвануть в эти прекрасные золотые дюны. И у нас в гостях Мария Добрынина, девушка, которая расскажет и поведает свою личную историю. Привет, Маша. Привет, Марина. Ну что, я, наверное, начну с самого начала. Расскажи, пожалуйста, как тебя туда занесло. Если говорить прямо с самого начала, то об авиации, наверное, я задумалась года 3 назад, может, 4. То есть это не было у меня прямо с самого детства, какого-то глубокого. Вот. Были какие-то наводки из моей семьи. У меня мама работает инженером-программистом по программам, связанным с бронированием рейсов. И мой дом, как бы так получилось, мы живем возле аэропорта в моем городе родном. И каждый день я слышала, как взлетали самолеты, но мне кажется, на уровне подсознания это все равно как-то в меня заложилось. И как-то, когда мне было лет 20, наверное, мама мне говорила: попробуй пойти в стюардессы. Я говорила: нет, ты что? Стюардесса. Просто это то же самое, что как стюардесса, только в самолете. Официантка. Вот, официантка на борту. И я тогда эту мысль как-то откинула. Вот, а потом, когда я уже переехала жить в Питер, я столкнулась с очередным поиском работы. И на тот момент я подалась в российскую авиакомпанию. Точнее, я отправила в несколько. Это были авиакомпании... Можно называть или нет? Да, конечно. Хорошо. Авиакомпания ЮТР, которые мне сразу прислали отказ. Я так поняла, у них там из-за возраста очень сильный пунктик. Авиакомпания «Россия» была. Вот на тот момент авиакомпании набирали. И я помню, что тогда сходила на собеседование в авиакомпанию «Россия». И более того, я даже прошла там обучение, и я подписала рабочий контракт. То есть я была очень-очень близка к российской авиации. Это получается, за 2 года, наверное, до Emirates. Нет, за год. И я прошла там, в общем, все этапы. Я ждала, когда начнется обучение. Очень долго проходила медкомиссию, которая вообще 9 кругов ада. На центрифуге тебя мотали? Да. Да? У нас... Нет, не на центрифуге, но ты имеешь в виду физически... Я не знаю, как это называется, когда испытывают твой вестибулярный аппарат, тебя куда-то сажают, и как космонавта крутят и смотрят там, как ты себя чувствуешь. Нет, такого не было. Да? Может быть, это какие-то... Было такое раньше, сейчас уже, наверное, не так, или в каких-то авиакомпаниях, но я слышу, что такое бывает. Вообще сейчас та медкомиссия, которая называется ВЛЭК, сейчас у нас в России, она, конечно, намного упростилась, и, возможно, раньше такое было. И действительно проверяли гораздо строже именно по медицинским показаниям. Просто ты сказала центрифуга, я подумала образно, потому что для меня это было, действительно тяжело пройти именно саму эту медкомиссию. Именно в России. В этой компании у меня работать не получилось. И я вот подписала уже рабочий контракт. У меня буквально в трудовой числится, что я там пробыла буквально неделю или 2 в авиакомпании этой числилась, потому что по мне решался серьезный вопрос, касаемо как раз-таки, подводя к теме, моей татуировки. И на тот момент я как раз уже довольно длительное время ее сводила, и когда я попала туда, я честно им сказала: да, я свожу. Да, на момент трудоустройства они об этом знали,
Но когда пришел момент именно проверки формы визуально, они это увидели и очень-очень долго думали насчет того, оставлять меня или нет. Не было такого, что они прям меня сразу захотели, да, исключить. Они очень долго думали, сняли меня то есть мне не дали даже посмотреть свои полеты, то есть я должна была уже вот-вот полететь, потому что наша группа выпустилась. Это вот именно про авиакомпанию России сейчас рассказываю. И получилось так, что я 2 недели просто просидела дома, прождала тоже их решение, но все сложилось более чем хорошо, потому что мне, слава богу, не пришлось платить неустойку, так как я думаю, что все-таки это была ответственность обоих сторон, так как они меня тоже тогда приняли с этим условием, и мы договорились на обоюдной основе разойтись. Вот. А как так получилось, что татуировка у тебя была в процессе того, чтобы ее... Удаление. Да, в процессе удаления, и они не стали дождаться финального этапа, когда ее уже совсем не будет видно? Или как? Почему все же? Вот как раз, когда я уходила, мне HR, я не помню, кто из отдела подбора, с которым мы общались тогда напрямую, она сказала, когда сведешь, приходи. И начальство мне также сказало, когда сведешь, можешь к нам вернуться, мы будем тебя ждать. То есть там срок был совершенно неопределенный, да, когда ты ее полностью сведешь? В плане удаления, и если вот так раскрывать эту тему, это абсолютно непредсказуемый процесс вообще. Я даже не знала, я думала, там, 3 процедуры лазерные какой-нибудь шлифовки или что-то еще. У меня было 10 сеансов вот сейчас на данный момент. И как раз-таки вот с этим, так скажем, пятном я полетела и в Emirates работать тоже. Но, учась на горьком опыте, я это все благополучно скрыла для того, чтобы там задержаться и остаться. Вот. И непосредственно, когда у меня не сложилось с авиакомпанией России, вот сейчас чуть-чуть хочу зайти в тему психологии, чуть поглубже, я тогда очень сильно отходила от этого шока, потому что очень много было вложено времени, сил, денег, была потрачена на медкомиссию здесь, в России, потому что здесь ты должен все делать самостоятельно перед тем, как приступить к обучению. И плюс ко всему мы очень долго ждали, когда нашу группу запустят, и это все растянулось в общей сложности где-то больше полугода, перед тем, как мы только приступили к обучению. И, естественно, потом еще обучение у нас длилось 2 или 3 месяца, и в общей сложности это заняло почти 9 месяцев. И я подумала, что как будто бы почти год моей жизни ушел в трубу. Вот. В эту авиакомпанию «Россия», в которой ты так ни одного рейса и не сделала. Да, причем само обучение тоже было довольно такое стрессовое для меня. Это новая сфера, я вообще никогда об авиации не думала. Ребята в группе тоже все молодые, я как-то себя сравнивала, потому что когда я туда попала, мне было 26 на тот момент, по-моему. Я была там самая старшая. Вот, и меня это тоже немножко смущало. В общем, какие-то психологические моменты накопились, и когда компания мне дала вот это решение «Поворот», в какой-то момент я почувствовала, что у меня есть ясность, какое-то облегчение, но, с другой стороны, от этого очень долго отходила. Да. Обида была, что потрачено время и деньги, да? Да, даже, наверное... И что дальше? Что дальше, я думала, как можно вообще после авиакомпании, это повышает тебе очень сильно планку, что когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, что как будто на другую работу ты больше не согласен. Да. И, конечно, потом, после того, как я уже оправилась, я почти год проработала в общепите после этого, как раз до Emirates, в теремке баристой. И тогда я уже начала задумываться, а не замахнуться ли мне повыше. Раз у меня получилось, почему бы мне не попробовать международную авиакомпанию? У меня как-то оно постепенно шло, просто сначала я российской задумалась, потом думаю, есть еще и заграничная, почему бы туда не попробовать? То есть сударь и сударыня сменились на мисс и мистер. Да, почти так и было. Причем у меня очень было лояльное руководство, и они знали, что я там через какое-то время уже уеду. Вот, искала работу прямо сидя в теремке, просматривала вакансии. Мне кажется, все так делают. Но, в принципе, начальство как бы нормально меня спокойно отпустило, без скандалов. Как я вообще попала в Emirates? Я узнала. Просто сначала мониторила, просто как все. Смотрела видео на Ютубе. Именно Emirates смотрела или вообще авиакомпании в арабском мире?
Именно Emirates тогда меня зацепило больше всего. И у них как бы наборы были чаще, потому что все-таки в другие компании сложнее попасть. Я слышала, в Этихад как бы долго ждать. Катар, Россию тогда не приезжали, сейчас они только стали приезжать. И получается, что я просто на импульсе тогда я узнала, что приезжает Emirates к нам в Россию, в Санкт-Петербург. Я подумала, я ничего не теряю. Это где-то было год назад, верно? Да, получается, первый раз я проходила в марте. Вот как раз 24-го года. Март, апрель, май. И следующее в июне было, ровно через 3 месяца. Я прошла со 2-го раза. Вот. То есть ровно год. Да. Уже сейчас ровно год прошел с момента, как я туда подавалась. Что касаемо самого прохождения, вот я говорю, у меня как-то это было на импульсе. Вот я схожу, попробую, потому что до этого я просто была таким наблюдателем, как бы на Ютубе смотрела, как бы не задумывалась. Я серьезно вообще об этом не задумывалась, потому что я все еще отходила, наверное, от той компании. И потом в один из моментов я просто осознаю, что через 10 дней ассессмент. Там вообще как-то все очень быстро происходило. Ассессмент через 10 дней. Я такая... Так, все, либо я сейчас подаюсь, либо я еще буду год-два сидеть и размышлять, а мне уже на тот момент было 28. Я уже там начесавшись всяких историй, знала, что с возрастом как бы сложнее, и после 30 уже сложнее туда попасть. Да, шансы есть, но они не такие высокие, как когда тебе 23 или 26. Да, и получается, я задумалась о том, чтобы как можно скорее туда податься. В принципе, у меня на это не было грандиозных каких-то планов, поэтому я себе не ставила какую-то высокую планку там пройти. Я в целом хотела посмотреть, а что же из этого выйдет? Потому что я не готовилась толком. Я узнала собеседование за 10 дней. Я не занималась толком так усиленно английским. И просто, знаешь, поработав над своим внешним видом, выбрав тщательно костюм, я сделала акцент только максимально на вот этом, на имидже, на внешнем виде, на своей подготовке, касаемо внешнего вида. Внешнего вида, да, потому что я понимала, что пока усиленно английский я налегать не могу, но я буду собой. Вот так я себе сказала. Возьму своей сильной стороной, красотой и обаянием, и очаровательной улыбкой. Спасибо, Марина. Правда. Ты меня смущаешь. И получается, тогда я пришла туда, я помню, у меня вообще были ощущения какой-то эйфории. Во-первых, что я прошла, потому что делать CV на английском никогда до этого вообще не делала резюме на английском. Это мой первый опыт. Вот я сразу хочу сказать о том, что даже подача заявки вас очень многому учит, потому что нужно сделать подходящие фотографии, нужно подготовить резюме на английском. В данном случае с агентством нужно записать видеовизитку. И учитывая, что я на тот момент работала 2 на 2, у меня из этих 10 дней условно было 5. Один день я делала фотографии, целый день. Целый день, следующий, один из дней, я потратила на видео, для того, чтобы видео записать. Это несколько дублей тоже сделать. Хотя видео на 1 минуту просто рассказываешь о себе. Очень коротко, ясно. Причем это кажется вот так со стороны, да? Так коротенько расскажешь, но, когда ты не говоришь на английском, ты не практикуешь, этот текст надо тебе написать, отшлифовать. То есть у меня еще день ушел на написание текста и на создание CV, то есть это уже 3 дня. Усиленно такого, так скажем, интенсива, спринта. Я называю это, что у меня был спринт. Вот. И я уже обрадовалась, что моя заявка на тот момент выстрелила и сработала, потому что я такого не ожидала. Я не делала на это большую ставку, и уже придя на собеседование, уже была такая, знаешь, на подъеме, вау, ничего себе, сработало, я же даже не готовилась. Какой-то был такой адреналин, что интересно, куда же меня это заведет. Вот, потому что без подготовки все равно неизвестно, как это все может обернуться, и потому что все равно, когда ты подготовлен, у тебя хотя бы есть на что опираться. А у меня была только визитка, которую я сама писала, да, и в целом все. Пошла на чистом азарте. Да, мой настрой, да, и внешний вид, естественно. Да. Там все, конечно, я подбирала вообще тютя в тютю. Костюмчик, пиджачок, чтобы все юбка ниже колена, то есть все строго, как они просят. И ты все покупала отдельно, специально для собеседования. А если не секрет, то где? Я вообще всем советую заказывать на Wildberries, потому что это не реклама, но
может быть, кто-то меня за это захейтит, но после собеседования я эти вещи все вернула и сдала. Да, я, кстати, тоже об этом подумала. Можно, конечно, и так, да, а можно просто что-то взять, допустим, недорогое, и оно пригодится вам на последующих собеседованиях, да, и вообще такой стиль можно комбинировать с чем-то и носить. Вот. И тоже мой совет: не вкладывайте очень много в это денег, да, оно того не стоит. То есть даже если вы придете в костюме Gucci или что-то еще, как-то это даже будет не очень хорошо выглядеть со стороны рекрутеров. Они посмотрят на вас и скажут: да, по-моему, у этого человека все хорошо. Костюм от Gucci выглядит идеально. Пусть пойдет где-нибудь в другом месте поработает. Да? То есть такой вот белоручки, маникюр, прям все идеально. Особенно вот парней таких очень часто вижу. И по ним видно, что они там никогда не прикоснутся к чему-то нечистому. И да, поэтому хорошо выглядеть важно опрятно, но не супер-супер дорого. Да, какая-то золотая середина должна быть, чтобы это было сдержано, но по всем канонам, так скажем, компании все равно, чтобы они обратили внимание, поставили себе галочку, что постаралась. Да, но не постаралась, но не выделилась, что все сдержано. А скажи, вот ты проходила со 2-го раза. Первый раз за что, на каком этапе ты вышла? На тесте по английскому, вот как раз. Вот я и чему очень сильно удивилась, что я смогла дойти до теста. То есть на тот момент это был 3-й по счету этап. Сначала было представление, потом было групповое, 2-е, и 3-м был тест по английскому. Вот. Но на тот момент я даже не имела представления о тестах. То есть у меня просто было сконцентрировано именно попасть на собеседование, а тесты я тогда не просматривала, даже не имела понятия. Поэтому то, что я там натыкала, это, все равно к тесту нужно подготовиться, это факт. А знание английского к тому моменту у тебя какой был? И получается школьное образование, да, все, что со школы помнишь, то и... Да, я могу даже сказать больше, то, что когда я в авиакомпанию «Россия» ходила, они мне поставили на тот момент А1. А1? Нет, А2. А2 поставили. Да. То есть ты там проходила тест, и они поставили тебе уровень А2. Да, причем тогда у нас тоже там был тренинг по английскому, там была проверка знаний языка, но там все проходило в таком формате. Женщина, как в школе, тебя просто проверяет на грамматику, и она мне тогда поставила А2. Я думала, ладно, я, конечно, не ожидала, я думала, у меня уровень повыше, но почему-то по моим самоощущениям мне казалось, у меня хотя бы B1 есть, но она мне сказала, что в грамматике я путаюсь, А2, ладно, я смирилась. Для российской авиакомпании мне тогда этого было достаточно. А потом, когда я прошла в Emirates, я в целом убедилась, что в российских авиакомпаниях, наверное, есть такая тенденция занижать уровень языка. И я, пообщавшись с другими девочками, поняла, что, скорее всего, меня тогда на тот момент занизили. Вопрос для чего? Мотивация, пинок под зад, чтобы пойти учить дальше? Наверное, есть какие-то критерии, да, по грамматике, возможно, я хромаю, я в этом готова признаться. Но по каким-то разговорным навыкам, если это натренировать, то говорить в целом у меня страха нет. Вот, наверное, мне это помогло тоже на собеседовании. Я не могу сказать, что это был прям уверенный B1, но, возможно, что-то между А2 и B1. Но тест ты завалила впервые. Да, в первый раз Как ты завалила. за 3 месяца подготовилась и сдала тест, уже придя во 2-й раз? Вот, я как раз в тот момент начала заниматься на курсах. Я больше всего сделала акцент на разговорный английский, потому что я поняла, за 3 месяца, скорее всего, я так сильно язык не выучу, грамматику не подниму, и вообще я, если честно, очень сильно не люблю все эти правила учить. Я сделала очень сильный упор на разговорную речь. То есть я брала прям спикинг-клабы, делала акцент на спикинг-клабы, чтобы больше говорить. Хотелось каждый день, но примерно через день у меня были вот эти спикинг-клабы, я прям созванивалась, и групповые, и индивидуальные. У меня вообще было несколько курсов совмещенного. Я, наверное, 2 или 3 курса на тот момент проходила, вообще разных. И с разными преподавателями практиковалась для того, чтобы просто себя разговорить. Потому что я примерно знала, что у меня с английским таких сильных проблем не было.
Вот, но нужно было его расшатать. Мгм. Вот. Я думаю, что когда ты пришла в первый раз, да, просто посмотреть абсолютно на азарте, что там как происходит, ты в этот момент поняла, что ты можешь, и ты прошла до английского теста, а дальше только финал. И все. Да, Да. и это придало тебе силы, энергию, уверенности и добавило тебе мотивации, чтобы Да. каждый день заниматься английским. Да. Причем я больше скажу, что когда я после этого English-теста вышла, я чуть ли не летела от счастья, как будто я уже получила работу, но на самом деле я была такая счастливая, я думаю, обалдеть. Мгм. Самый Куда- сложный этап. Куда, Галочка. куда человека может завести вообще в целом судьба, даже когда он, я не знаю, ну просто я, наверное, от себя скажу, что я вообще не готовилась, но по каким-то, наверное, личным качествам в целом я их зацепила, но мне оставалось только буквально один пункт подтянуть в себе. И я тогда вышла, я помню, меня еще все утешали, я со многими девочками до сих пор общаюсь. Утешали, говорят, не расстраивайся. Я говорю, вы что? Я говорю, я вообще на такой эйфории, на таком подъеме. Я очень сильно вдохновилась, побежала домой, думала, все, сейчас, короче, к этому тесту подготовлюсь, и в следующий раз я уже точно пройду. Мгм. Вот, ну, была такая уверенность какая-то, знаешь, внутренняя легкость вот это была какая-то. Ну да, ну и на самом деле, если ты проходишь первый этап, ты проходишь второй. На мой взгляд, для меня был самым сложным всегда второй этап. Это групповое задание, где вам дают сценарий, и нужно... Иногда ты не понимаешь, и вроде ты все правильно ответила, вроде непонятно, и тебя не выбрали. И это тоже не только от тебя зависит, это еще зависит от рекрутеров, от их личных предпочтений. А для тебя вот именно английский. Ну, там английский достаточно такой, скажем так, понятный, да? Понятный, То есть там да. либо сдал, либо не сдал Да. от количества ответов. Да, и причем я вот то, что ты говоришь про этапы как раз, то, что у меня было ощущение, как на каких-то ставках, знаешь, что типа я вот сижу, начинают высвечиваться имена там на экране, я сижу и думаю, так, мои имя сейчас покажут, не покажут. И потом, когда высветилось мое имя на экране, такая, слава богу, я прошла в следующий этап. Ну вот как-то оно меня прям, не знаю, подстегивало, и в то же время было волнительно, и видеть свое имя на экране для меня было и неожиданно, и волнительно, и вообще там такой был спектр, как будто я реально ставила Да, на это я деньги, помню. что типа либо я выиграю сейчас, либо я вот, ну как бы уйду и ни с чем. Как будто лотерея. Скажи, Вообще, азарт просыпается. вообще. И хочется еще и еще. Я понимаю, почему некоторые приходят и в 5-й, и 7-й, и на 10-й раз на собеседование. Потому что все-таки ты получаешь эту вот эмоцию, адреналин, там же очень много все вырабатывается, да, и это какой-то прям действительно кайф, когда ты видишь свой номер, и ты проходишь до следующего и следующего этапа. Да, причем для меня это был действительно какой-то спортивный интерес. Мгм. Я, наверное, вот так А скажу. как татуировки? Татуировки. Emirates более лояльны? Нет, они Emirates вообще не лояльны к тату. От слова совсем. Ну, не настолько, как Катар. В Emirates настолько сильно не смотрят. То есть я сразу все продумала. Я заказала себе рубашку белую с длинным рукавом. То есть я знала, будет arm-reach тест, на котором мне нельзя ни в коем случае спалиться, так скажем, потому что нас рекрутер, что в первый, что второй раз, просила снять пиджак. Ну, просто потому что он мешает, чтобы дотянуться до отметки 212 сантиметров. И я знала, что мне придется снимать пиджак, и я заказала специально себе рубашку с длинным рукавом. Мгм. Вот. А когда выдавали декларацию, я... Сказала, что тату нет. Я отметила, что мне нечего декларировать. Вот И всё. она задавала еще вопрос, да, есть ли какие-то у вас На тату? файнале уже. Уже и Да. на файнале в том числе. Да, спрашивают уже, как в моменты уточнения, еще раз убедиться. Я говорю, нет, нету. И все. Очень правдоподобно. Но я в это, наверное, сама очень сильно верила. Я очень об этом не хотела говорить. Я ни с кем это не обсуждала, ни с кем из своих знакомых. Ну и как бы просто я сама уже как будто внутренне ощущаю, что у меня уже нет тату, вот даже сейчас. Я очень сильно Ты в сама это поверила. верю. Да. И, возможно, главное. и когда меня даже об этом спросили, я смогла убедительно ответить, и мне поверили тоже. Вот. А как в колледже, в Aviation Training College, когда ты приходишь, вам выдают красные футболки с коротким рукавом. Мгм. Не помню, выдавали там кардиган Поло? или нет. Кардигана, Нет. кажется, нет. Только поло. Как там? Вот, И в медкомиссия общем, же там. Ты тоже проходишь да. такую базовую. Там продолжение интересного было, когда я медицинскую вот эту проверку проходила.
До момента, до того, как я улетела в Дубай, я во второй раз, когда прошла, они меня ждали 3 месяца. Мне нужно было на тот момент очень сильно потянуть время, потому что я как раз была записана на сеанс удаления летом. А это как раз вот в июне я прошла. Мне нужно было сходить на сеанс по расписанию моему, к которому я ходила. И в сентябре я улетела. Вот. Ну, естественно, они мне названивали все это время. Но я там придумала причину для того, чтобы задержаться. И тогда на тот момент я улетела только спустя 3 месяца. Я сходила на сеанс удаления еще на один. И туда полетела уже. И, естественно, у меня до конца свести ее не получилось. Потому что это довольно долгий и длительный процесс. А на каком участке руки? Прям вот здесь. Прям вот здесь на поверхности, когда, то есть все видно. Да. Вот, и как бы поло ничего не скроет, рубашка ничего не скроет. Единственное, это вот только длинный рукав, и то, как бы в Эмирейтс рубашек длинным рукавом нет. Поэтому приходится как-то выкручиваться. Ну и, в общем, Как ты выкручивалась? Да, самая острая тема, раз мы ее затронули, для меня еще тогда казалось, что это прям очень-очень-очень сильная проблема. Меня тоже тогда, такой был внутренний адреналин, когда я туда прилетела. Я понимала, что я это скрыла, и мне нужно это как-то, сделать так, чтобы меня на этом не скрыли, не распознали. Вот. И когда я туда прилетела, у меня уже с собой был черный кардиган. То есть на самом тренинге я каждый день носила черный кардиган. Там нас не заставляли его снимать, но самое стрессовое это было вот 3 момента. Это был medical, это был, когда нам выдавали форму первый день, и image uniform уже на финале, когда у нас был сервис. И как же ты прошла? Вот, я рассказываю. Я почти каждый вот такой момент, когда нужно было находиться с открытыми рукавами, я замазывала. Тональным кремом? Не тональным. У меня до этого вообще была целая подготовка. Я купила себе специальные средства, тонирующие, но более плотные уже для профессионального грима, для профессионального макияжа. Это то, что уже используют актеры, танцоры, балерины. Я в этот вопрос очень сильно углубилась, потому что я понимала, что мне нужен был очень сильно стойкий вариант, который не будет смазываться ни под пиджаком, когда я буду его носить, ни под кардиганом, если нужно будет снять. По сути, как вторая кожа. Я даже не могу представить, как это все выглядит. То есть это как очень плотный тональный крем, или как пленка, или как пластырь. На что это похоже? Нет, на самом деле сначала там я делала слой, слой праймера, как советовалось на Ютубе. Я даже посетила профессионального гримера в Санкт-Петербурге. Мы с ней пробовали, тестировали, как что сделать. Потом, получается, идет следующим слоем специальный такой плотный тон от фирмы Крiolan. Запоминайте. Я уже, если честно, точно не помню. Но у Крiolan есть такой специальный стик тональный. И есть еще отдельно такие палетки, которые кистью прям наслаиваешь, и ты как бы, вот по принципу шпателя, наверное. Ты наслаиваешь потихонечку на каждое пятнышко, потому что у меня, область довольно крупная, ее просто так тоном не замажешь, потому что все равно будет видно. Сколько на это время уходит? Ой, я там еще чуть с ума не сошла, если честно. Примерно на сборы у меня всегда уходило 2 или 3 часа до того, как пойти в тренинг-колледж на занятия, и до рейса тоже у меня это очень много времени занимало. Вот. И потом после этого, конечно, сверху пудрой покрываешь специально тоже. 2 или 3 часа — это как один рейс в Индию или в Карачи какие-нибудь. Да, но это все вместе с макияжем, с прической. Уже все вместе, да? Да. Примерно вот этот процесс для того, чтобы замазать, наверное, минут 40. Если совсем уже уставший и нету сил, может на час растянуться вообще. После этого я брызгала фиксатором. Специально тоже профессиональным от этой фирмы, которая делает вот эту косметику. Это не просто какой-то консилер, а именно профессиональная косметика, которой пользуются в индустрии искусства, так скажем. И как раз-таки и актеры, и балерины, и театралы, и все-все-все. В России продается? Продается. На Wildberries? На Wildberries не советовала бы брать,
потому что там много подделок. Если конкретно находитесь в Питере, то это магазин «Маска», который занимается поставками как раз Криолана, вот этой фирмы, Dermacolor, тоже фирма есть, профессиональная гримерная косметика. Момент просто замазать тональником для меня не подошел. Возможно, если у кого-то, да, действительно, я знаю, может быть, тату поменьше, и, естественно, я знаю людей с тату, которые там работают, которые проходили. Естественно, то, что я сама была в этом положении, у меня были люди, которые с похожей ситуацией, конечно, не буду раскрывать здесь имен, но кому-то подойдет просто небольшой участок замазать тональником. В моем случае эта область довольно крупная, то нужно было подходить профессионально. Полупрофессионально. Я действительно потом думала, может мне в гример уйти вообще. Просто, так надо себе руку поставить. Это тоже не так просто, да, вот все думают пойти с татуировкой и скрыть, но надо быть готовым в это вложиться, потому что вложиться во всех смыслах. Косметика сама по себе не дешевая, потому что все-таки это профессиональная гримерная. Плюс это эмоционально очень тяжело, потому что ты каждый раз стрессуешь, думаешь, спалят тебя или не спалят. Ты тоже как на таких эмоциональных качелях находишься. И, конечно же, это время. Время. Постоянно руку набивать, тренироваться. Это до момента собеседования и во время, когда ты уже летаешь, находишься там и делаешь все, чтобы тебя твои коллеги тоже не спалили. Слушай, спасибо тебе за то, что ты вообще рассказываешь в таких подробностях. Я уверена, что об этом не говорит никто. Никто об этом не говорит. И не говорил об этом ранее тоже никто. Поэтому, когда у меня ребята спрашивают, а вот у меня вот здесь тату, а здесь тату. Да, то есть я не могу взять на себя ответственность и сказать, ничего страшного, как-нибудь, да, потому что все равно какой-то риск того, что это будет замечено, или что кто-то тебя может репортнуть, кому-то вдруг ты расскажешь, покажешь, или кто-то заметит, или, мало ли, там грим сойдет. Риск есть. Я думаю, тревога, вот это все равно, она, когда тебя проверяют, когда тебя осматривают, и потом такой, не заметили. Да, причем ты каждый раз как на каких-то эмоциональных качелях вот находишься, и поэтому, это действительно такое вложение с своей стороны. Готовы ли вы идти на это? Да, и, то, что это не так просто. Просто замазать не получится. Потому что в какие-то моменты все равно будет получаться замазать лучше, бывает, может, хуже. Какие-то моменты будет ее видно сильнее, какие-то не будет видно. Какие-то моменты будут максимально стрессовые, вот как медицинская проверка, когда я пришла уже с замазанной рукой, медик-врач, я была в коротком поло, вот так прям без кардигана. Все проходят медикал почему-то без кардигана, потому что там измеряют давление, тебе смотрят на руки. И я помню, что она ко мне прям подошла, она взяла вот этот, аппарат для измерения давления. Именно вот с этой стороны она ко мне зашла, с этой руки. А могла с другой подойти, по сути? Вот то есть так без разницы как-то там получилось, да. То, что у нее стол стоял с этой стороны. Стол. Я зашла к ней, у нее стул вот так стоит. Или как я сидела? Подожди, я не помню, но почему-то она ко мне подошла с этой стороны, взяла вот так эту штуку, прям мне на руку надела, то есть она могла меня в этот момент уже спалить, если бы она вот так смотрела. Но, по сути, если не всматриваться, то моя задача была в чем? Чтобы это не бросалось в глаза сильно. Как-то ее отвлекать, нет? Там пританцовывать там другой рукой. Как-то она мне... Забалтывать. Так получилось, что как-то она мне надела вот так быстро и сюда отошла в компьютер делать. То есть она в целом вообще не всматривалась. И я потом вот так сидела с этим, как-то пыталась второй рукой вот так прикрыть. Но это был вот такой первый момент, вообще супер стрессовый для меня. Я представляю, какой пульс показал этот я аппарат. Я старалась прям расслабиться, думаю, там же давление измеряют. И пульс же, конечно. Вообще. И потом она мне это же и надеть, потом снять. Это 2 раза она ко мне подходила. Потом вот этот тест на твою координацию, то, что ты вот должен там вот руки вперед, там в стороны, перед ней вот так покрутить всяко-разно этими руками. Я не знаю, вот так. Ты там крутишь всяко-разно, вот так показываешь, что у тебя руки двигаются. Прикольно, у меня такого не было. А она прям она вот стояла так, как ты, передо мной, и она говорила, вот так поставь руки, вот так поставь руки, вот так поставь руки. И ты повторяла за ней. Да.
Там донос, там еще что-то. Но это больше на координацию такое было. Но все равно я вот этими руками прям перед ее лицом тоже махала. Я думала, сейчас на меня точно спалит. Старалась это делать все как-то, знаешь, быстро, сильно так не заостряться, не зависать. Быстренько от этого избавиться и уйти. Но вот это было очень стрессово. Но на этом моменте никто ничего не заметил. Никто мне... Имейлов никаких злостных мне на следующий день не пришло. Хотя после медикала я действительно ходила в каком-то подвешенном состоянии и думала, так, интересно, сейчас уеду домой, не уеду. Ну, в общем, для меня это был такой стресс. И один из моментов был стрессовый, когда Image Uniform тоже вас проверяют с ног до головы, ваш макияж, руки, какие часы у вас на руке. Да, это все. Да. Какие у тебя были ощущения, когда ты впервые надела униформу? Ну, опять же, за счет того, что я стрессовала из-за тату, и когда мы пришли вот в этот Emirates, где униформу выдают, не помню, как называется, Image Uniform, да, сразу так и есть, где у них там вот этот склад, там ты заходишь, там стоят у них туфли разные, они говорят, туфли на выбор, любой модели. И когда ты заходишь, конечно, у тебя есть ощущение, что типа вау, ну как будто ты в каком-то люксовом магазине. И тебя прям полностью там обслуживают, какую модель туфель. Там можно выбрать любой каблук, любой нос, там разные фасоны, потом там стенд с этими шапочками, ты на них смотришь тоже. Но в моменте, когда подошел вот этот момент примерки, я, конечно, тогда напряглась. Вообще думала, так, надо сейчас максимально постараться быстро покрутиться, чтобы они меня это... Потому что они смотрят отдельно, как на тебе сидит рубашка без пиджака, и там тоже видно руки, как сидит юбка. А когда вот так руки опущены, да, получается, смотрят на юбку, это как раз в радиусе моей татуировки. И я тоже тогда очень сильно напряглась. Ну, я вот говорю, у меня, наверное, весь вот этот мой опыт, он сопровождался вот какими-то этими эмоциональными качелями. Да. Постоянно. В какие-то моменты я чуть-чуть расслаблялась, в какие-то моменты мне было хорошо, классно. Я не верила, что я там нахожусь. А в какие-то моменты мне было супер стрессово. И вот это вот на таких постоянных волнах. И потом это все очень сильно истощает. Да. Хотя и без этого стресса огромное количество, особенно тоже с твоим английским. Ты приходишь туда, там, где индусский английский, пакистанский, British, American, Australian, South African и так далее. Да? И ты попробуй еще всех привыкни к этим разным акцентам. Да. Помимо акцентов, это и в целом... авиационный английский. Да. Это терминология, это сам тренинг-колледж, который непростой, психологически, морально, и по навыку также языка и по знаниям. То, что ты там, много тоже разных эмоций переживаешь в самом тренинг-колледже. И вот эта вот как бы история с тату, она у меня тоже была такая сопутствующая, так скажем, всему тому, что я там пережила. Но я поняла, что это была не основная такая моя проблема, так скажем, не основной мой самый большой стресс, а просто в целом оно все друг на друга накладывалось. И это был один из факторов, который тоже не давал мне в определенные моменты расслабиться. Вот. Про это ты расскажешь давай чуть дальше. Вот мне очень интересно, как ты сдала английский тест. Вернее, не английский тест, а тесты по safety and emergency, medical тест, который вот то, что обучение нам проводил. И само обучение, легко ли оно тебе далось? Как я люблю всем говорить, я прошла афганскую войну. Если я ношу кандибобер, это не значит, что я женщина и балерина. В общем, для меня это было тяжело. Я хочу максимально честно и откровенно раскрыть это. Вот. Опять же, мало кто об этом говорит, потому что это имидж компании, это, опять же, статус, это значит, что ты добился, и не принято говорить о каких-то таких вещах. Ну и плюс ко всему, конечно же, когда ты находишься внутри компании, многое тебе раскрывать нельзя, и говорить плохо про компанию тоже нельзя. Но про личные эмоции мало кто делится, и тренинг — это действительно очень тяжело. Потому что, когда я приехала, у меня сначала был шок вообще в целом от английского. Естественно, это другая среда,
Это другой язык, который я настолько сильно не практиковала. Могу даже сказать, что я его вообще не практиковала, потому что у меня даже до этого не было опыта жить за границей, учиться, работать, даже кого-то краткосрочного. А в Дубае ты была до этого? Нет, и я даже в Дубае до этого не была. То есть для меня там было все максимально шокирующе. У меня такой был этот... Ну, я очень сильно в напряжении находилась. Вот. Ну и, конечно, когда тренинг начался, я тоже пыталась очень сильно вникнуть в то, что там рассказывают. Первые недели 2 ты просто смотришь на тренеров, и ты сидишь и вообще не понимаешь, что они говорят. Но я могу сказать, что из того, что они говорили, я, наверное, понимала... Я понимаю контекст, но из самой речи, наверное, 50%. Вот мне было важно уловить сам контекст. И потом, конечно, после тренингов все эти материалы, которые давали, это все периодически перечитывала, но мне все равно было очень тяжело. Что касаемо вот языка, наверное, вот это было сильно. Плюс ко всему накладывались сопутствующие моменты вот с переездом. Многие просто говорят только вот про язык, но на самом деле, если, когда ты переезжаешь, у тебя вот этот опыт переезда, он тоже накладывается в другую страну, другая среда, язык, коллектив. Вдали от близких. Да, я помню, как это. У меня тоже похожая ситуация. Я приехала в Дубай, я ни разу там не была. Да, из холодного Питера в жаркую страну, и вот это вот все, конечно, накладывается. Да. Но мне почему-то тренинг-колледж дался легко. Ну, может быть, потому что у меня был хороший английский, я закончила лингвистический, и, возможно, потому что, я не знаю, у меня, в принципе, очень хорошая память. Все, что они говорили, я запоминала на лету. Я даже дома не открывала учебник. И я сдавала экзамены, даже просто не готовясь. Вот, но это что-то такое, наверное, уникальное. И это все очень индивидуально. Да. Если английский там надо подтянуть, особенно лекционный и так далее, тут, конечно, столько усилий нужно приложить. И когда ты видишь, когда другие ребята не сдают, стрессуют, тоже начинаешь стрессовать. Были ли у тебя моменты, когда ты не сдавала какой-либо тест? Их там несколько. Да, я 2 раза не сдала. Так, да, угадаю. Наверное, это SAP, Safety and Emergency. Нет, его я сдала с первого раза. Кого? Safety and Emergency я сдала с первого раза. И Boeing, и Airbus, да? Да. Эти оба теста я сдала с первого раза, но вот почему-то именно на вот этих опасных грузах, вот которые... у нас dangerous. по-русски. Да, dangerous goods, или как они там. Да. Опасные грузы, это просто по-русски. Я почему-то, наверное, очень сильно в тот момент расслабилась, что я подумала, вот самый тяжелый тест я сдала, SAP, да, Safety and Emergency. Я подумала, это какой-то легкий. Я как будто бы очень сильно легкомысленно отнеслась. Может, это у вас отдельный тест был, Dangerous Goods? Да, или он был отдельно. в Safety? Нет, даже отдельный тренинг там был. Он длился 1 или 2 дня. Ого! Я не знаю, как даже раньше. Так. Раньше это было 2-3 вопроса, могли тебе попасться вот просто в блоке Safety. Нет, не Safety, Security, пардон. Вот это и есть Security, вот как раз Security. тренинг. Да, он отдельно был. А сначала да, security сам тренинг, а Dangerous Goods, он как в блоке в этом security, или он и тест тоже? Security, да, вот именно вот эти вот опасные грузы, они вот в security были. Вот, и тогда мне, просто на сам тренинг длился он буквально 2 дня вот этот по security. И потом, когда подошел момент теста, я почему-то очень сильно легкомысленно отнеслась. То, что им какой-то легкий вообще. Да. Но там такие вопросы, чтобы тоже я расскажу, чтобы зрители знали, из разряда сколько грамм сухого льда вы можете перевезти в кабине самолета? Да, что-то типа такого. Да? Что разрешено провозить в багаже, там, например, в чемодане, что разрешено в ручной кладе. Какие-то химические элементы, химические вещества, аэрозоли, вот это все, это огромное количество информации. Да. И мне вот это было очень сложно. Я либо списывала, либо, как-то тогда было попроще, то есть там было в общем тесте могло попасться 2-3 вопроса из этого Dangerous Goods. А сейчас я так понимаю, что прям отдельный тест по Dangerous Goods. Нет, не по Dangerous, я, наверное, неправильно сказала, по Security. По Security. Да. То, что отдельный был вот Safety and Emergency, где мы на тренажере были в самом самолете. А когда второй, это вот Security как раз. Это вот про проверку вот этих гелей там, про проверку сидений.
там что где куда положили. Может быть, я просто не так выразилась. Ну, в общем, там, да, был отдельный тест. Я его завалила. Причем там все, там вот эта канитель началась очень интересная, потому что меня потом вызвали к менеджеру. Сразу после первого провала теста тебя вызвали к менеджеру? Да, там все так интересно очень сложилось. Мы когда сдавали этот тест по этой дисциплине, у нас его принимала другая тренер, не та, которая у нас преподавала, а просто другие люди какие-то собрались, наблюдающие, и там попалась такая женщина, знаешь, из разряда вот она прям со мной села и начала разбирать: так, почему же ты не сдала? Начала так это спрашивать: а ты что, вот этот вопрос не поняла? А что у тебя с английским проблемы? А что там это? Начала меня спрашивать. И я попыталась ей, конечно, объяснить, что там, да, я, возможно, немного недопоняла формулировку, но потом не на следующий, но я не помню, честно, но какой-то короткий промежуток мне пришло письмо от менеджера, чтобы я посетила ее в такое-такое назначенное время. Ну, и я сразу поняла, что эта женщина, она просто, наверное, решила проверить, способна ли я дальше продолжать тренинг, потому что она тогда засомневалась, хотя я ее видела вот однажды в жизни, и все на вот этом тесте. Она просто пришла проверяющей. Я ее называю так: сдала меня, блин. Крыса. Ну, в общем, да, крыса вообще. Потому что я сразу поняла, кто это сделал, потому что все тренера, с которыми я училась на тот момент, я могу сказать, что очень сильно повезло. Даже если они видели, что я не справляюсь, ну, действительно, бывали моменты, когда я делала вид, что я, конечно, пытаюсь понять, кивала головой, но все равно были моменты, когда ко мне подходили и говорили: ты же понимаешь, что на следующий раз могут попасться тренера, которые не будут разговаривать, которые не будут закрывать на это глаза. Они просто возьмут и зарепортят тебя. И вот так и получилось в данном случае. Казалось бы, ты только один раз не сдала, там же дается вторая попытка. Во второй раз я уже пересдала, да. Шансов они дают много, но это все равно добавило еще плюс стресс. Ну, просто представь. Да. У меня тату, потом у меня там, с английским, да, так скажем, не очень уверенный уровень. Заваливаю тест, и потом меня зовут к менеджеру. То есть вот эта пирамидка стресса, так скажем, вот эта шкала, она у меня была почти вот уже, не знаю, вот есть там шкала из зеленой зоны, она уже там, может быть, уже была в оранжевой. Но я себя очень сильно сдерживала. Я прям держалась. Я помню, тогда пришла к менеджеру, ее звали Фатима. Она со мной поговорила, поспрашивала меня по поводу языка, говорит, там, почему так получилось, почему не сдала. А к ней тоже надо прийти по форме. И вот ты сидишь, и я пытаюсь сидеть, держаться, улыбаться. А у меня внутри просто, знаешь, такое сжатие такое было прям внутреннее. Я просто не знала, сейчас любое лишнее слово, и все, и меня сейчас отправят домой. И я вот на таком вот напряжении и стрессе находилась вот на протяжении всего тренинга. И на тот момент домой еще не хотелось. Да, и причем вот действительно ты хочешь подольше задержаться, вот все равно, когда, конечно, это стресс присутствует, но опять же интерес. У меня вот он какой-то спортивный, да. Я не знаю. Я в какой-то степени думала, что я мазохист, может, не знаю. Достигатор, перфекционист? Не знаю. Перфекционизм во мне есть, но я не могу сказать, что я из тех людей, которые прям что-то будут терпеть. Да, не мазохист ты точно. Была бы ты мазохистом, осталось бы лет на 10. Возможно, может быть. Наверное, что-то посередине, вот что меня как бы колбасило, да, в разные стороны. Но мне было интересно все равно еще дальше пройти и остаться до конца, пересилить и пройти этот тренинг все равно, потому что я думала о том, что я даже не попробовала летать. Да, довести дело до конца и закрыть этот гештальт, потому что у тебя уже была история в авиакомпании России, где ты прошла обучение, но ни одного рейса не сделала. А тут ты такая: нет, я хотя бы один рейс, но сделаю и доведу это, да? Да, мне очень этого хотелось, и я, конечно, очень сильно переживала, но в целом как бы все обернулось благополучно. Но меня вызывали целых 2 раза, я могу так сказать. Потому что после первого раза, вот я помню, я сходила, она мне сказала: хорошо, там какие-то пометки сделала, тоже все понаписала себе. И потом сказала: приходи ко мне, когда уже там, в следующий раз уже на сервисе, когда финальная вот эта стадия. Она, видимо, просто хотела уже финально убедиться, что я готова к этой работе, что меня можно выпускать.
И на сервисе я тоже ее посетила во второй раз. Выпускать на волю звучит так. Если честно, вот тоже, когда я к ней шла уже тогда в момент на сервисе, я внутренне не понимала, как могут уже человека на сервисе, да, исключить, потому что это же уже финальная стадия какая-то. На тот момент, наверное, чуть-чуть внутренне я была уверена, что меня, наверное, уже не попросят, потому что сервис — это как бы уже последние там неделя, 2 оставалось. И я уже была уверена, что я точно останусь летать, но мне все равно стрессовало. Мне хотелось, опять же, впечатление произвести, сказать, что я готова. Я уже там сказала, что говорила, да, я уже более уверена. Конечно, я уже там в языке поднатаскалась. Но я могу сказать, что, опять же, мне во многом повезло. Мне повезло с группой, потому что у нас была группа, которая не булит, скажем так, не гнобит. Я очень много историй слышала, когда девочки сталкиваются по поводу языка, опять же, могут смеяться, могут тебя как-то подначивать. У меня девочка знакомая, с которой мы очень хорошо подружились, она попала, мы из одного потока, но она попала в группу, где над ней очень сильно смеялись. И она была там козлом отпущения, единственная в этой группе. Из России она тоже? Она с Украины, вот, но мы с ней подружились, да, мы с ней по-русски общались. И когда она мне это все рассказывала, я тоже не понимаю, как это тяжело, что еще и группа на тебя давит, да. И мне в этом плане, я просто понимала, что мне повезло. И с тренерами тоже. Хоть один такой единичный случай попался, но все тренера, вплоть с первой дисциплины до последней, они все были максимально понимающие. И даже если что-то они вот хотели сделать замечание, они сначала подходили говорить лично ко мне, так скажем, предупреждение, но потом говорили, если в дальнейшем будет повторяться, мы будем вынуждены написать. Но они меня всегда предупреждали о чем-то, что их смущало, так скажем. И никогда за спиной ничего такого как бы. Очень много наставлений давали. И вот в конце я вот почувствовала, что постепенно, да, у меня был вот этот страх и неуверенность в плане языка в начале. Но постепенно я начала раскрываться, даже больше говорить, начала уже отвечать на тренингах. И на сервисе, конечно, я уже разговаривала, я уже не боялась говорить. Вот. Просто нужна была практика, живая, настоящая практика. Да, и при этом были поддерживающие очень люди на этом пути. Опять же, наши тренера и группа. Вот наша, в которой в целом все друг с другом нормально общались. У нас была группа, состоящая только из девочек. Одни девочки, ни одного парня. Может, поэтому все было и хорошо? Не знаю. Многие не любят женские коллективы. Опять же, это такая спорная ситуация. Но в целом я могу сказать, что как бы у меня не было там супер хороших друзей, но не было и врагов. Как бы я ни с кем не ругалась. И все равно были девочки, с которыми можно и на обеде пообщаться. И я думаю, это тоже очень сильно влияет. Плюс очень интересно, что accommodation, общежитие, в которое мы заселились, мы попали в новый accommodation. Seven Pearls, да. На тот момент, когда я туда приехала, я была одна на этаже вообще, чтобы ты понимала. То есть он настолько был незаселенный. Кто посмотрит, я была одной из первых, кто туда заселился. Бегала по коридору в трусах? Нет, наоборот. Я бы побегала, будь я одна на этаже. Мне так жутко было, что я сидела и ощущала вот эту пустоту, что даже на этаже никого нет. Типа ты сидишь, у тебя в квартире никого нет, еще соседки даже нет, и в коридоре тишина. Ты не слышишь, что там мимо проходишь, даже не слышишь, что кто-то какими-то делами занят, да, еще что-то. Вообще супер странное ощущение. Что когда меня даже таксист туда привез, там какая-то была полустройка еще. Я вначале думала, что он вообще меня куда-то не туда привез. И точно ли я должна здесь жить? Вот, я вначале не понимала вообще, что происходит. А потом так получилось, что начали все заезжать. Я просто приехала на 3 дня раньше, вот до пятницы, по-моему, я приехала во вторник или в среду я приехала. Потом постепенно вот ближе к нашему introduction day начали заселяться девочки. И мы все из нашей группы, кроме одной девочки, жили в этом общежитии. И многие даже на одном этаже. Ого, как здорово. И получалось так, что я даже нашла поддержку в своей группе среди девочек, которые владеют уже хорошо языком. Были девочки из UK,
которым я приходила, и мы прям с ними практиковались на какие-то ассессменты, да, вот они мне помогали, многое объясняли, и поэтому я очень сильно благодарна вот тоже этому опыту, что мы, как-то все вместе и заселились, и все вместе в одной группе Классно. учились. Прям команда. Да, вот можно было пойти, зайти в соседнюю дверь, условно постучаться там, и ты понимаешь, что вот человек как бы тоже с тобой вместе учится, и вы можете даже вместе позаниматься. Да. Это было классно. Маш, а что еще было хорошего в это время, и что тебя мотивировало идти дальше? Я вот подмечала вот эти моменты как раз с моментами везения, что мне очень сильно повезло с общежитием. Потому что помимо того, что мы все вместе жили, это общежитие полностью новое. То есть мы туда приехали, и ты просто с мебели ты снимаешь пленку, вот как только мебель новая, прям никто до этого на ней не спал, на этой кухне никто не готовил, то есть все там холодильник. Тараканов нет. Вообще нет. Плесени тоже. Да, и причем действительно вот когда приезжаешь в Дубай, ты прям представляешь, что это какую-то лакшери жизни. И так и получилось. У нас квартира, по меркам Дубая, это прям, по меркам Дубая. Даже не поворачивается назвать это словом общежитие. И причем у нас в квартире нас всего 2 было. И я, и моя соседка. Все. Это вот такой первый момент, да? Поддерживали стены. Да. В прямом смысле. Общежитие. Вот очень сильно повезло. А потом моя соседка оказалась русскоязычной. Девочка из Польши, но она говорила по-русски, так как у нее родители, кто-то из родителей русскоязычный, и она с родителями тоже по-русски разговаривала. То, что плюс то, что мы все вместе жили, и это комьюнити, да, оно мне тоже помогало в какие-то моменты, знаешь, справиться с этой тяжелой учебой, потому что иногда я просто за голову держалась, я не понимала, как это можно выдержать. И причем, общаясь с другими девочками, я понимала, насколько может не повезти с общежитием, насколько может не повезти с группой, насколько может не повезти с тренерами. Поэтому я вот эти все плюсы, конечно, для себя подмечала, и я старалась за них держаться. Потому что я понимала, не можешь же так вести. Наверное, здесь точно мое место. Раз я сюда попала, да, меня с татуировкой не спалили. И как-то все это очень легко так закрутилось, завертелось. Как-то оно мне легко далось, да, на начальном этапе. И потом вот это общежитие. И я пыталась себя убедить, что, наверное, я должна здесь все-таки быть. И вот эти вот плюсы, да, я на них держалась. И сделать свои первые рейсы. Да. И именно в Emirates. Кстати, почему Emirates? Просто то, что не было набора в другие какие-то арабские авиакомпании. Имидж, картинка. Картинка, да. Красная шапочка, красные туфельки, сумочка. Да, я вообще в целом жертва маркетингом, можно так сказать. Да. Я очень много смотрела на Ютубе, как девочки летают, как красивая форма. Да, мне действительно нравилась эта форма, когда надеваешь эту красную шапочку. Я люблю красный цвет. Я и до этого у меня такая была эра. Я носила бордовый какой-то период, когда в своем городе жила там в школе. Красной помадой красилась. Меня это никогда не смущало. И, я думала, красный, вау. Это же типа еще один из моих любимых цветов. И и форма красивая, и как-то все так легко завертелось, что я туда попала. И вот как-то это... Да, первое впечатление было, что вау, Emirates. Но про Катар, конечно, я тоже изучала, про Этихад изучала. Но форма там более блеклая и тусклая, да? Даже момент, наверное, не только в форме был, а вот именно поскорее вот куда-то податься, да, мне очень сильно хотелось за границу. И более того скажу, что я на тот момент, даже когда подавалась, я подавалась не только в авиакомпании, но и в отели, и даже в аэропорт Дубая. То есть тебя еще и город Дубай привлекал? Я просто хотела улететь. На тот момент я не рассматривала в целом конкретно Дубай, но по зарплатам там все равно выше. Даже если ехать куда-то работать, помимо там аниматоры в Турции и Египет, в Дубае зарплаты выше. В плане сервиса, даже если ты идешь куда-то в отеле, все равно ты там больше заработаешь, как мне казалось. И плюс возможности, да, для роста мне казалось там больше. Вот. И тогда я помню, что на тот момент я прошла собеседование в отель. Я получила все 3 оффера, в которые я прошла. Да, я прошла в отель, в Атлантис
Я прошла в VIP-терминал private джетов, компании Jetex, да. Знаю, в аэропорт. Очень хорошо знаю. Я туда прошла, они тоже набирали через Global Vision, по-моему. Да, тогда можно было отправить через них. И подалась в Emirates. И так как я получила все 3 оффера на тот момент, я подумала, что все-таки я больше хочу в Emirates, потому что по преимуществу там, конечно, было плюсов больше. Бренд, корпорация, зарплата выше, даже выше, чем в Jetex, там 15 тысяч, да, а в Emirates, если с аккомодейшеном, то и Jetex не предоставляет transportation, accommodation, да. Да, когда они мне прислали оффер, конечно, там у них было указано, что жилье они не предоставляют, и как бы ты должен самостоятельно искать жилье. А так как это мой первый переезд, я все равно склонялась к тому, чтобы поехать уже на все готовое, так скажем. Поэтому было проще гораздо полететь через компанию, которая все предоставляет. Вот. И в целом я не сильно цеплялась за авиацию, я, наверное, больше смотрела по условиям. Вот. Да, то есть это не было детской мечтой, мечты о небе, самолетах и так далее. То есть это просто холодный расчет. Зарплата выше, все готовенькое, едем. Да. Плюсов довольно много. То, что ты сразу приезжаешь, тебе не нужно ни о чем вообще переживать, у тебя есть жилье, тебе оплачивают перелет. Плюс тебе дают стартер-пак, вот этот так называемый, потому что ты туда приезжаешь, у тебя уже есть подушки, одеяло, постельное белье, полотенце, там минимальный набор, там даже зубная щетка была, паста, вообще все. Ты можешь вообще туда условно налегке приехать, у тебя уже там будут первые твои принадлежности, первые необходимости, так скажем. А деньги важно с собой брать? И сколько? Ой, как думаешь? Я не взяла с собой деньги. Это был еще один стресс для меня, потому что я тогда на тот момент 2 дня сидела без денег просто. Я помню, что в первый день нам надо было купить сим-карту, как они сказали. Они вам ее не выдали? Нет. Нет? Я просто помню, это было 10 лет назад, когда я там была. Как только я прилетела в Дубай, нас встретили в аэропорту и сразу выдали сим-карту. Нет. Мне тогда не выдали на тот момент сим-карту, потому что... Я не помню, почему. Они сказали, что ее надо купить. Вот. То, что ты в сам аэропорт приезжаешь, и они прям в мейле, в письме до этого написали, что нужно будет купить сим-карту в аэропорту. А я на тот момент вообще с собой налички не взяла. Российские карты, конечно же, уже не работали тогда. Вот ты отчаянная, просто. Вообще, Марина, я же не знала вообще, куда я еду, что я еду. Я так рассчитывала на эти... Я же еще наслушалась, деньги дают. Да, в первый день еще все же говорят, в первый день деньги дают. И я думала, я приеду сразу, accommodation мне сразу дадут, в первый день. А как это понимается первый день? Первый день не сразу, когда вы прилетаете, а в первый день, когда вы идете в офис. А в офис вы идете только в пятницу. И до пятницы еще надо как-то выживать. И когда я туда прилетела, это была середина недели, мне нужно было там 2 дня еще как-то выживать. Что ты кушала? Стартер-пак. Там мюсли, да, там какой-то чай, кофе в пакетиках. И сейчас вспоминаю, я не помню, что почему там я сразу... просто... Тунец в консервной банке. Там просто сухарики. Какие-то там, причем это миниатюры такие, не как у нас такие сухарики, да, а на один укус, буквально одну порцию. Сухарики, чипсы, эти супы заварные, горячие, там еще какая-нибудь лапша, мюсли, шоколадки. Но все на одну порцию рассчитано. То есть сейчас буквально перекусить, на долгосрок ты это не растянешь. Чай, что там было, и 2 бутылки воды. И, конечно, когда я поняла, что совершила ошибку и не взяла с собой наличку, потому что хотя бы сходить себе элементарно купить каких-то, не знаю, перекусов, хотя бы более-менее нормально, там булочку купить какую-то я не могла. И, слава богу, мне было где жить. Я уже думаю, потребность в деньгах я, конечно, себе не закрыла. То есть, получается, 2 дня ты питалась этим сухим пайком? Да, но мне нужно... Еще я в голове держала, что мне нужно купить сим-карту до пятницы. Представь, они же прислали мейл, сказали, в пятницу нам нужно будет, чтобы у вас уже были все данные ваши, номер телефона. И понимаешь, когда я заехала, я была одна на этаже.
пустое общежитие, вообще никого нет. То есть даже денег занять не у кого. И я, сидя в лобби, вот внизу, я помню, я ловила Wi-Fi, а вот мы же приехали, у нас еще интернет не подключен, ничего нет. Холодильник полностью пустой, ни чайника, ничего вообще. И я сидела тогда в лобби у охраны, они со мной поделились Wi-Fi. И я помню, что уже начали заезжать девочки, и проходили в тот момент 2 девочки из Португалии. Я как-то с ними познакомилась, и я помню, что тогда им нужно было тоже покупать сим-карту. И я вот помню, я к ним прицепилась на тот момент. Нужно же было как-то выживать. Вот. И я помню, к этим девочкам из Португалии подошла, попросила у них помочь мне купить сим-карту. Они мне заняли 200 дирхам. Я помню на тот момент. 200? И сим-карта, по-моему, стоит 25. То есть ты там могла еще шиковать на оставшиеся деньги. Я же не знала. Мы поехали в этот салон связи, в этот Дубай Молл, вот самый большой. И они там нам предложили тариф за 200 дирхам. Вот. И, конечно, я тогда у девочек вот эти 200 дирхам заняла. Я помню, что с ними еще на такси ездила. У кого-то даже там уже попросила денег на еду. По-моему, уже там соседка заехала, я уже плохо помню. И когда вот нам в пятницу выдали эти деньги, я первым делом начала раздавать долги. Потому что, когда я туда приехала, в первые свои дни я оказалась в долгах. Подожди, сим-карта за 200, у меня до сих пор это в голове не укладывается. Это уже с планом на весь год. На самом деле там был просто такой тариф. Может быть, это... Потом я, конечно, поменяла, но они просто сказали, что без Emirates ID, без UAE ID мы не можем вам дать вот эту резидентскую, мы можем дать только туристическую. Понятно. Да. И нам пришлось, конечно, брать вот эти сим-карты, соглашаться с тем, что есть. А она была вот буквально на месяц. Через месяц этот тариф сгорал, то есть у тебя там ни интернета, ни связи, ничего не оставалось. Только мобильный номер. Боже, как они там зарабатывают. Да. 200 дирхам на месяц. Деньги — это вообще моя отдельная тема тоже. Вот опять же, видишь, я вообще за все там цеплялась. Вот опять же эти девочки из Португалии, я им тоже благодарна за то, что они мне помогли. И я поехала вообще абсолютно туда неподготовленная, без денег. И, конечно, когда мне девочки пишут уже сейчас там, брать ли с собой наличку, сколько брать, я говорю, да, берите все, что есть. Сколько есть, столько и берите. Желательно побольше. Потому что все равно потом эти 3 500 дирхам, которые в пятницу выдают, их все равно растянуть довольно-таки сложно. Сложно на целый месяц. Да. И, конечно, если вы хотите ни в чем себе не отказывать, если есть возможность отложить и взять побольше, то, конечно, берите побольше. Потому что 3 500 дирхам в Дубае — это надо очень постараться. Это готовить дома, это не пользоваться такси, это не пить кофе в Косте, потому что это очень любимое. Готовить себе на тренинги, брать с собой еду, потому что очень много уходит как раз вот... Да, казалось бы, Aviation College, а там действительно все дорого, особенно в этой Косте. Я не знаю, мне кажется, чашка кофе 25 дирхам, если не больше. Да, причем там, кофе не самого высшего разряда, так скажем. Это просто маркетинг, тоже бренд, который... Да. По типу в общем, Starbucks. Лучше брать с собой деньги. Да, верно? Деньги или нужны. Как Маша, но в стрессе. Не будьте как я. Да, но с хитростью и смекалкой просить деньги у коллег и... Да, все то, что я сейчас рассказываю, я думаю, многие почерпнут из этого очень много полезного. Конечно. Поэтому это так, предостеречь тоже заранее. У меня, знаешь, все руки никак не дойдут, возможно, они и не дойдут до создания какого-то курса или записи урока, что делать, когда ты уже прилетел в Дубай, потому что там столько нюансов, столько сложностей, которые могут возникнуть, да. И я думаю, было бы здорово, если бы ты как раз-таки еще по свежей памяти этим как раз-таки всем занялась. И пока не было такого желания. Пока в планах такого не было. Может быть, когда-нибудь, потому что у меня тоже я созрела только спустя 2 года после увольнения, чтобы делиться своим опытом, своей историей и теми знаниями, которые у меня есть. Да, потому что все-таки это еще надо пережить. Мне кажется, все равно, когда ты из такого места уходишь, нужно время восстановиться и делиться, энергией, да, это вкладываться энергетически, когда ты сам на нуле. У меня все равно сейчас пока нету такого желания, так скажем. Вот. Конечно, я помогаю всем тем, кто мне пишет в личку.
Да, я всегда открыта к диалогу, вот, но создавать отдельно какой-то курс, я понимаю, насколько это надо вкладываться временем, силами и финансами, пока что не готова. Мгм. Это все отшлифовывать тоже надо потом еще. Да, да, на это много времени уходит. В общем, все, что ты сейчас рассказываешь, у меня проходит прямая ассоциация с Золушкой и золотой каретой. В данном случае, не знаю, и фея. Фея в данном случае Emirates. Золотая карета — это непосредственно самолет. Ты сделала свои первые рейсы? Да, я сделала. Каковы ощущения? Особенно, когда взлетаешь в кабине пилота и посадка. Меня на всем этом пути, опять же, очень сильно колбасило. Когда-то мне было хорошо, когда-то снова стрессовала. Вот. Первый мой рейс, он был Куала-Лумпур, Индонезия же? Да. Или это Малайзия? Я уже путаю. Я забыла. Подожди, Индонезия — это Бали, да? Индонезия — это Бали, я думаю, что это Малайзия. Это Малайзия, да, Куала-Лумпур — это Малайзия. Вот это был мой первый суперфлайт, первый рейс, когда я полетела туда. Я могу сказать, что вначале я очень сильно стрессовала, да, конечно, это первый рейс, но сам лейовер, сама командировка, нахождение там я познакомилась с очень хорошими коллегами, которые были на борту, то в целом прошло очень даже неплохо. Вот. И потом в конце, конечно, я уже как бы подрасслабилась. И одна девочка, турчанка, которая на тот момент уже летала 2 или 3 месяца, она сказала: знаешь, вот кто-то мне на рейсе сказал, нужно относиться к этой работе намного проще. И тогда тебе будет проще работать, проще летать, не воспринимать все близко к сердцу. И она мне вот эту вещь сказала, потому что, все равно, когда ты идешь на первый рейс, и когда тебя на тренинге зомбируют, и тебя везде зомбируют, и вот имидж и униформ, и что как бы стандарты, вот это все. И на первый рейс ты идешь, и ты уже боишься что-то сделать не то, что-то сказать не то, что-то как-то не туда. Совершить какую-то ошибку — очень сильный страх. Прям колоссальный просто. И когда вот она мне это сказала, я уже тогда постепенно со временем, конечно, это приходит уже сознание, что не нужно так сильно переживать из-за полетов. Но первый рейс, да, он, конечно, тоже заставляет так поволноваться. Это просто вот этапы, что когда на тренинг колледжа ты волнуешься, потом вроде тебя чуть подотпускает, но компания тебе не дает расслабиться. Первый рейс, тебя опять стресс наверх, потому что ты как бы опять в неизвестное, вступаешь. Потому что все-таки я до этого никогда не летала, я бортпроводником не работала. И для меня это вообще была полная неизвестность. В тренинг-колледже это одно, а как бы на самолете все равно другое. То есть у тебя опять стресс подскакивает, потом ты опять чуть-чуть подрасслабляешься, и потом у тебя опять... как-то ты вот... Я не знаю, лично опять я вот повторяюсь на протяжении всего моего пути. Это были какие-то качели. Накаталась? Да, я же оттуда ушла. Сколько в общей сложности ты пролетала? 3 месяца ровно. 3 месяца? Да. Мне 1 месяц буквально, вот практически ровно 1 месяц оставался до окончания испытательного срока. Потому что 2 месяца длится тренинг, 3 месяца я летала. В общей сложности я пробыла там 5 месяцев. Угу. Но до окончания испытательного срока я не выдержала, потому что я подумала, еще целый месяц здесь находиться, и я не выдержу. Ты уволилась одним днем или одним днем, да, как и я? Поздравляю. Я увидела у тебя в Инстаграме, что ты уволилась. И я за тобой следила, и я была, честно говоря, удивлена, потому что до этого смотришь какие-то красивые картинки. То она здесь, то она там, улыбается, радостная. Молодой человек приехал, вроде как все здорово, замечательно. И потом оп, я приняла решение уволиться, и для меня это стало кошмаром. Как-то так у тебя было, но слово «кошмар» прозвучало. Угу. Что было кошмаром, Маша? Вот как раз по поводу вот этой всей красивой картинки, многие вот как-то воспринимают, когда человек уходит из Emirates, как неожиданность. Типа, ах, что, почему? Все же было так хорошо. Но на самом деле, когда ты находишься там внутри, конечно, ты многое озвучивать не можешь. Во-первых, по политике. То есть компания очень строго относится ко всему негативу, сказанному в сторону компании. Ты не можешь открыто высказываться и вести блог. И
И, конечно, ты выкладываешь только положительные моменты. Второй момент, ты тоже как бы боишься показаться слабым. Наверное, то, что все-таки ты достиг такой точки, и потом как бы для многих это становится неожиданностью, что вроде бы все было хорошо, классно, ты же там наслаждалась. Но на самом деле, когда все это внутри проживаешь, это имеет накопительный эффект. Это не какая-то неожиданность, это не резкое решение, а все ну, как бы имело свои последствия. Ну вот все к этому как будто бы чуть-чуть меня подводило, так скажем. Как снежный ком, который нарастал, потом в один прекрасный момент просто, не знаю, взорвался или что. Как это было в твоем случае? В моем случае как раз-таки, да, это все накапливалось. То есть я как будто бы каждый раз себя пересиливала, давала шансы. Вот этот тренинг-колледж, я говорила, ну надо его закончить, я же еще не полетала. Потом, когда прошел первый рейс, я тоже себе говорила, ну это всего лишь там 1-2 рейса, надо втянуться. Потом себе говорила, сейчас надо испытательный срок перетерпеть вот эти первые полгода. Ну как бы дальше будет легче, но легче не становилось. Ну и как бы я вот каждый раз себя внутренне пыталась в этом убедить. И, конечно же, тоже терпела, держалась до момента, вот я себе говорила, скоро ко мне парень прилетит, я с ним увижусь, тоже будет попроще. Вот. Но все равно потом разъезжаться было тяжело, снова его отпускать, от этого проще не стало. Плакала? Да. Мы вообще, когда первый раз улетала из Питера, мы оба очень сильно эмоционально пережили этот тяжелый момент. Да, мы в аэропорту плакали, я не хотела уходить на досмотр, у меня уже там время подходило близко к рейсу. Чуть не опоздала, но как будто бы чуть-чуть вот тоже меня вот это не отпускало, и отношения не отпускали, и вот эти все психологические какие-то аспекты, и тату, и все. И в один момент меня начало подводить мое тело. Все, уже начались проблемы со здоровьем. А что именно? Первое. Сон, он беспокоил, да. Иммунитет. Я плохо спала, но я взяла свой первый больничный, я помню, в первый месяц полетов простуда, кажется, была какая-то. Вот. Но сначала это было такое ОРВИ, я вот пролечивалась. Потом был момент, когда у меня случилось... Ну, вот это не первый был больничный, был второй, когда у меня случилась баротравма, вот, с ушами. И третий один раз я взяла call-sick, когда мне уже было очень плохо. Я уже не хотела никуда лететь. Выгорание. Да, видимо, какой-то вот этот момент переломный случился. И один день, я помню, тогда можно же без посещения врача брать. Да. Вот, один день просто мне хотелось побыть дома, полежать, ничего не делать. Вот, и по итогу у меня случилось так, что я взяла 3 больничных. Естественно, мне звонили менеджеры на тот момент, потому что 3 больничных уже на периоде испытательного срока. Это для них много. Это много. Да. Несмотря на то, что вот один из них был короткий, но вот момент баротравмы я просидела 3 недели дома, я помню. 3 недели. Да, восстанавливались уши у меня очень долго. И я думаю, что это на фоне недолеченного ОРВИ, возможно. Да, потому что было так, что я полетела с заложенным носом, с симптомами, и я немного не долечилась. И это все друг на друга наложилось. Баротравма — это страшно, это очень больно. Я помню, когда она у меня случилась впервые, мы приземлялись, Америка это была или где, не помню. И мне посадка настолько больно давалась, я просто сижу, схватилась за уши, у меня слезы, я понимаю, я не могу. И я не могу дождаться, когда мы уже приземлимся. Я просто чуть ли не кричала, это было так больно. Ты сейчас говоришь, вот у меня как будто уже какие-то фантомные ощущения, отдаётся прям это в голову, не знаю. Видимо, я тоже тогда вот пережила какую-то вот эту травму. И вот сейчас ты рассказываешь, у меня ощущение, что у меня сейчас аж уши опять закладывает снова. Вот. Но вот эти моментики со здоровьем, это были вот, которые официальные. Неофициально у меня начала появляться сыпь на нервной почве. И я знала, что это не аллергия, это не из-за лекарств, а именно вот в моменте, когда, знаешь, я собиралась на рейсы уже через силу, да, вот как-то уже краситься, да, вот это очень много времени тату замазывать. И я видела, что в эти моменты у меня начинает прям моменты сильного вот этого напряжения, что я понимала, сейчас еще идти на рейс, еще лететь, это все надо пережить. У меня начала появляться сыпь на руках. Вот. Это уже было на нервной почве.
А это было у тебя ранее, еще до Emirates? Было периодически. То есть ты уже знала тоже, да? Да. С чем это связано? Да, что это связано именно со стрессом? Да. Да, потому что у меня есть аллергия, я сама аллергик, и у меня аллергически никогда сыпи не было вообще. И я знала, что это по другой причине, не по причине аллергии вообще. При этом даже если у тебя сыпь, тебя же могут отстранить от рейсов. Ну вот... По image in uniform, да, и по каким-то другим соображениям медицинским. Но на кистях у меня этого не было видно. У меня вот проявлялось именно вот здесь, почему-то с обратной стороны рук. Могло на теле где-то на ногах. Ну, это все опять же скрыто под формой, но все равно, когда ты идешь, вот это ощущение, тебе хочется почесаться, у тебя вот этот стресс. И я вот на тот момент задумалась, что, ну, наверное, тело мне уже моё сигналы подает, что уже хватит. Ну, если как бы не идет, не нужно себя в это дальше продавливать. А я именно вот шла как будто через вот это вот сопротивление, через давление, и хотела просто понять, куда это может меня привести. Но в целом я уходила без всяких сожалений. Я понимала, что дальше так продолжаться не может, и при всем при том, что я знаю, что как бы больничные, может быть, на первое время на периоде испытательного срока брать нормально, но когда их 3 подряд и еще какие-то другие симптомы проявляются, и плюс уже внутренние, ну, я уже не вывозила, честно сказать. А стресс у тебя из-за чего? Из-за количества людей, из-за закрытого пространства, из-за джетлегов и перепады этого давления постоянно атмосферного? Или все вместе? То, что вот, как ты сказала, начиная с момента прощания с молодым человеком в аэропорту Санкт-Петербурга, и уже потом и тату, вызов к менеджеру и так далее, и так далее. То есть это все вот такой снежный ком. Да. Была ли какая-то последняя капля? Как раз-таки баротравма — это был вот мой последний, по-моему, последний больничный, если могу ошибаться. Но вот последняя капля для меня была, что после больничного они всегда ставят тебе длинный рейс на 15-16 часов, либо Австралия, либо какое-то длинное направление. И, ну, я понимаю, могу понять, с какой целью это делается, чтобы там тебе нагнать часы, чтобы ты там после больничного вышел и хоть что-то заработал. Но меня это почему-то добило. Потому что... То есть ты только переболел, организм еще ослаблен, да, и тут на тебе, давай-ка проверим, насколько ты смог выздороветь. Да, и причем до этого я делала длинный рейс, и я понимала, что после больничного действительно чего ожидать от длинного рейса, потому что это все равно тяжело. Я помню тот момент, я вот так лежала на кровати после больничного, я смотрю на ростер, я вижу, не помню, там Австралия, по-моему, была, я вижу вот этот рейс, и я думаю, все, короче, я не могу. Я звоню в Crew Connect, я говорю, звоню Call 6 сначала, говорю, спрашиваю их, куда мне позвонить, чтобы сказать, что я не хочу лететь. Потом звоню в планирование, они меня перенаправляют на разные номера, говорят, мы сейчас вам все снимем, да, вы должны написать менеджеру письмо. Да, заявление об увольнении. Да, сказали, чтобы менеджер увидел, это подтвердил, и дальше уже будете с менеджером общаться. Вот. И все, это как-то все очень быстро произошло, потому что я помню, я вот в этот вечер лежу на кровати, звоню в Crew Connect, они мне снимают рейс, и в это же... И я помню, что практически всю ночь не спала, я действительно думала, а это должен был быть ночной рейс как раз. Я думала, идти мне собираться или не идти, не идти. А там по правилу до сколько-то часов надо позвонить, по-моему, за 4, да. И я думала, вот сейчас эта крайняя точка наступит, когда мне нужно уже предупредить. Я все равно ответственный человек. Как бы если есть время за 4, да, значит, я за 4 предупрежу. И я такая думаю, так, все, сейчас уже надо звонить. Иначе время уже пройдет, и придется собираться, наверное, тогда. То есть в эти моменты, по сути, решалась твоя судьба. Там не стоял вопрос брать больничный, то есть уже было либо уходить вообще из компании, либо продолжать летать и подвергать здоровью опасности. Да, но в твоем случае. Насчет следующего больничного я уже не задумывалась. Я думала, так дальше продолжаться не может, если я буду постоянно на этих больничных. Было тяжело, потому что это внутреннее напряжение, оно мне... видимо, еще сложно было выздороветь, и как-то это все друг на друга накопившееся еще вот как раз до этого там
за неделю, за 2 я проводила парня домой. И вот это все, оно как-то, я не знаю, тяжело было. Облегчение было, когда получила, вернее, не получила, а отправила письмо менеджеру? Да, когда мне сняли рейс, я почувствовала облегчение, что мне не надо лететь, наконец-то, ура. На тот момент я помню, что да, меня одним днем уволили. Ты уволилась одним днем? Да, я уволилась. Я уволилась сама, да. Менеджер, получается, буквально это очень все быстро как-то оформили. И я сходила на следующий день, сдала форму, все полностью отнесла. Я вообще отдала все. Я даже отдала поло из тренинг-колледжа. Я вообще... Пижаму? Я все отдала, да. Я вообще не хотела ничего себе оставлять. Но они мне все равно один бейджик оставили, сказали, можете себе оставить. Какие щедрые, хотя ты могла и пижаму оставить, и поло, и что-то там еще. Вообще они там даже не смотрели, не считали, можно было просто кидать это все в общую коробку, они там, кажется, даже не пересчитывали. Да, поло можно было, да, я знаю. И красную шапочку. Все то, что в тренинг-колледже выдают, да, можно оставить. Что-то нужно было выплачивать себе? Да, нужно было. Вот как раз потом после этого начались финансовые разбирательства. Они сняли... У меня, получается, за тот месяц вышла зарплата 11 тысяч дирхам. 4 у меня сняли за тренинг. За тренинг? 4? Да, 4 тысячи дирхам. А не было такого, что когда ты начинаешь летать, уже с первого месяца каждый месяц высчитывают 386 дирхам условно. Да. Вот и потом было... В том и дело, что я считала, я не могла понять эту логику. То, что первый раз они мне сняли 4. Я думала, как же так, если каждый месяц все равно по чуть-чуть вычитается, там я примерно посчитала, что должно было не 4 быть снято, а 2 где-то. Уже, то есть уже половина, потому что там же полная сумма за год покрывается, да, как они говорят. Да. И я думала, я же почти полгода здесь находилась, и по логике с первого месяца должно было вычитаться. Но я могу сказать так, что у меня было 2 расчетных листка. Они в первый раз у меня вычли 4. Если нужно будет потом прикрепить, я могу даже отослать, у меня скриншоты есть. Потом они, оказывается, еще когда я уже прилетела в Питер, они мне еще одно начисление закинули. Возможно, был какой-то перерасчет. Сначала я на них вообще... Простите. Я вообще, Марина, я так бомбила. Я представляю, у меня было сложное увольнение. У меня своя история очень сложная, и меня это аж прям триггерит сейчас. И просто вот ты меня понимаешь, наверное, что когда даже когда я увольнялась, я думала, вы даже... в общем, Emirates, я вам так сказала, ожидаемо. Огромная корпорация, но косяки есть, и чем больше корпораций, тем больше этих косяков и хаоса в системе. То, что да, это как будто даже ты спокойно уйти не можешь, тебя до последнего в каком-то этом стрессе держит, и даже с этими выплатами, сколько я там уже на почте с ними переписывалась, уже когда в Питер вернулась, уже когда выясняла, почему так, вы не пересчитали там вот за тренинг. Они не дают ни на что ответа, они не знают вообще. То есть они сами разобраться даже в этом не могут. У меня тоже такое было, они должны были деньги. Я с чатом GPT написала им письмо с угрозой, что если вы мне не вернете мои несчастные 4000 дирхам, которые вы мне не доплатили, я в соцсетях все про вас... Они очень боятся соцсетей. Не то чтобы боятся, они, через полчаса мне прислали мои деньги, хотя до этого месяц, наверное, велась переписка. Итак, наверное, в 2 словах я расскажу, какая была у меня история. Я тоже уволилась одним днем, потому что я просто уже не могла собирать этот чемодан. Открыла бутылку шампанское, отпраздновала. И все, мне менеджер сказал, что меня передадут к координатору. Координатор мне скажет мои дальнейшие действия. Координатор со мной не связывается 3 дня, неделя, 2 недели, месяц, 2, 3. Я все это время получаю зарплату. Я все это время остаюсь в системе. Я остаюсь на рабочей визе и пользуюсь служебными билетами. И мне было очень интересно, а до какого момента это будет продолжаться? То есть я как мертвая душа. У меня нет рейсов, меня сняли с рейсов, но я есть в системе, и меня... обычно этот процесс занимает 3 дня, неделю, когда ты сдаешь униформу, сдаешь все свои там вот эти вот айдишки, карточки, отмена визы и полет обратно домой. 3 месяца. Потом уже мне утром позвонили, типа, Марина, а что, как? Я говорю, а что? Они хотели, конечно, предъявить претензию мне. А что вы нам не написали? Я говорю, а почему я должна? Это ваша работа.
Я говорю, это не мое дело, мне было просто действительно интересно и азарт, а как долго это будет продолжаться. Поэтому это был явно не мой косяк, это был косяк их, то, что со мной никто не связался, никто не скоординировал, и никто не заметил, что у них есть мертвая душа в системе. И я думаю, что это достаточно такой уникальный случай. Да, но я думаю, это очень показательно в том плане, что как раз я хотела бы сказать от себя то, что я заметила, что все-таки для этой компании ты не личность, ты всего лишь цифра. И тебя они просто не заметили, просто потому что таких цифр у них, тысячи. Staff number. Да, сейчас на данный момент там больше 20 тысяч бортпроводников работает, и, конечно, это все как на конвейере. Я даже помню, когда в первый день приехала в тренинг-колледж, просто на тот момент каждую пятницу были наборы групп. По всей видимости, тогда были потоки и наборы очень активные. И я тогда тоже даже в самом начале задавалась вопросом, почему же так происходит, почему такая большая текучка и так часто меняется персонал. Потому что все-таки кто бы что мне не говорил, да, что я все-таки мало прилетала и я мало там пробыла, но когда ты внутри находишься, ты видишь, насколько это конвейер, постоянно меняющийся, и я такая не одна, и такая история явно не последняя, когда люди уходят в довольно короткий срок. Да, даже в длинный срок. Подруги, у меня 2 девочки отработали 9 лет. Соответственно, 3 контракта они отработали. И в этом году им обеим не продлили контракт. Хотя у них все хорошо. Там какие-то небольшие косяки были, но это 9 лет работы. Да, там может быть жалоба от пассажира. Все что угодно может быть за эти 9 лет. И им просто не объясняя никакой причины, однажды утром они просыпаются и видят, что их сняли с рейса. То есть нет даже последнего рейса, где ты можешь: у меня сегодня последний рейс, я хочу пофотографироваться, хочу что-то памятное для себя, какой-то лейовер замечательный с коллегами провести, и не дали никакой возможности, просто у тебя нет ни одного рейса, и нет ни одной возможности, чтобы как-то поговорить, доказать, спросить причину. Тебя просто уволили через 9 лет. Ты даже особо не болел. То есть у тебя были и комплименты, и ты прошел и огонь, и воду, и ковид, и что только не было. То есть человек, который очень надежный, вот таким вот образом, это очень разочаровывает на самом деле. Да, это специфика просто вот действительно огромной корпорации, огромной компании, которые, очень сильно переживают за свой имидж и только за свой статус. И кто-то на это соглашается, и я ни в коем случае никого не отговариваю. У меня есть знакомые друзья, которые после российской авиации тоже там работают и очень сильно любят. И те, кто любят правила, те, кто любит учиться, вот как-то строго вот этому всему следовать, наоборот, кому-то это подходит. Да. Я вообще... У всех свой опыт. Да, просто я, видимо, очень свободолюбивый человек. Вот эти 2 мои подруги, как раз-таки, которым прервали контракт, они плакали. Одна говорит, что это вся моя жизнь, мне очень нравится летать, мне нравится вся эта система, я в ней как рыба в воде. В этих правилах мне абсолютно легко, спокойно, я обожаю, что у меня каждый раз новый экипаж. То есть для нее это вообще весь смысл жизни. И она говорит, я не представляю себя ни на какой другой работе. Она ушла сейчас в Этихад, но тем не менее, да, то есть... Тяжело, конечно. Да. Что не так с Emirates? Много что. Но я думаю, каждый там сам найдет и свои минусы, и свои плюсы. Можно об этом много бесконечно рассуждать, но это мой опыт, он был такой. Да, и, конечно, всего не раскроешь. Я думаю, вообще отдельная тема для подкаста, еще для одного. Я бы с удовольствием говорила об этом 24/7. Да, и если подводя. Да, и по поводу соцсетей очень много нюансов. И можно бесконечно все рассказывать. Бесконечно. А вот если подводя итог, что ты с собой забрала из этой компании? Жалеешь ли ты? Ой. Иногда моментами, да, жалею. Просто потому что говорю себе о том, что, возможно, надо было немножечко подольше продержаться, возможно, еще было не время. И, конечно же, я столкнулась с тем, что это все-таки тебя повышает планку, опять же, повторюсь. Самооценку?
Да, в том числе. и самооценку, и планку в том плане, что ты понимаешь, что ты достиг какого-то пика вот этого работы, так скажем, в сфере hospitality, в сфере обслуживания, в сфере общепита. Ты понимаешь, что ты пришел в Emirates, и, конечно, после такого все равно, когда ты уходишь, от этого тоже надо немножечко оправиться, отойти, и моментами, да, конечно, приходит такая мысль, может, я зря ушла, может, я зря там, то, что, опять же, одной из причин вернулась домой как бы к парню, и многие тоже там, мои знакомые говорили, значит, это все из-за парня, ты вернулась из-за парня. Но это была одна из причин, но не самая главная. И опять же, все равно иногда себя ловлю на этой мысли, что, может быть, надо было подольше задержаться. Ради чего? Я не знаю. Я не могу дать себе вот ответ на этот вопрос, ради чего задержаться. Возможно, мне стало бы легче. Вот я себя тоже как-то в этом пытаюсь убедить, что, возможно, я бы привыкла, возможно, я бы влилась в это, возможно, перестала бы болеть. Но точно на этот вопрос я сейчас не узнаю. Вот, но что я оттуда для себя почерпнула? Конечно, это сделало меня сильнее, потому что все равно я считаю, что я попробовала, я ни о чем не жалею. Я еще больше для себя поняла, как это все выстроено изнутри, потому что все равно быть наблюдателем — это одно, а попытаться пройти и поработать там — это совсем другое. Это дало мне огромный опыт, опять же, практику языка. Я для себя поняла, что не нужно бояться подаваться на работу за границу. Опять же, я для себя получила навык создания резюме. Это все мне дало вот какие-то практические навыки, как подаваться, как проходить собеседование. Уверенность. Да. Возможно. Коммуникативные навыки в том числе, я уверена. У меня они настолько улучшились, что я могу тут заговорить с абсолютно любым прохожим и не стесняться этого. Раньше я очень стеснялась говорить с людьми, в принципе. Я, наверное, наоборот. Я с каждым своим опытом, наверное, больше закрываюсь, мне кажется. Просто потому что каждый какой-то опыт несет мне какой-то стресс. Я, возможно, еще в каком-то хроническом стрессе до сих пор нахожусь. Я 2 года отходила. Да. И я могу сказать, что после такого найти работу тоже тяжело. Тоже тяжело, потому что уже не хочется идти на что-то меньшее. Да. И на меньшую зарплату, и на меньшие условия. Да, я понимаю. Поэтому пока еще такое тоже состояние немножечко шаткое такое. Легкая турбулентность. Но иногда мне кажется, что она уже не легкая. Но я просто держу лицо, стараюсь. Депрессии нет? Я не знаю. Не было. Вот я не знаю. Тогда мне казалось, когда я там находилась, что, возможно, есть подозрение. Но я от себя как-то это все отгоняла. И опять же, вот когда ты с таким внутренним ощущением идешь на работу, тебе нужно улыбаться, это очень тяжело. Да. Через вот эту всю тяжесть просто делать вид, что все в порядке. Да, что все в порядке. Да, это самое сложное, пожалуй, в этой работе. Хотела бы что-то посоветовать девушкам, которые сейчас пробуют пройти в эту авиакомпанию. И я скажу, что Мария была куратором на нашем курсе. У нас уже пара девушек получили Golden Call и скоро улетают, когда вся эта заваруха с Ираном, с Катаром затихнет. И надеюсь, что другие девушки, которые попытают себя снова, тоже пройдут. А хочется ли тебе дать какое-то напутствие, советы? Да, но я сказала бы так, что не нужно делать ставку, что это вся ваша жизнь. Это лично, на мой взгляд, потому что есть множество других компаний, есть множество других работ, где человек может раскрыться. И если кажется, что Emirates — это единственная возможность, и больше ничем в жизни вы заниматься не можете, скорее всего, вам надо задуматься, действительно, стоит ли туда идти. Потому что кого-то это может сломать. Вот как, если вы не уверены в том, что вы сможете перенести это все спокойно, потому что все-таки определенный стресс там присутствует. Нужно подходить к этому с трезвой головой, на мой взгляд. И еще такой момент замечаю, что многие годами сидят и тоже откладывают, долго готовятся. Я бы сказала, что не бояться и все-таки идти пробовать. Хотя бы, даже если вы живете в тех городах, где проводятся собеседования, вы ничего не теряете абсолютно.
Даже сходив просто на собеседование, вы, наоборот, для себя больше приобретете, чем будете сидеть и наблюдать со стороны. Все-таки изнутри это гораздо понятнее. И все встает по полочкам. Я хочу тебе задать еще 3 каверзных вопроса. Такой Прям а-ля Блиц. Если бы Emirates и весь этот опыт был песней, твой опыт, какой песней? Я не знаю, у меня просто, наверное, какой-то тяжеляк идет в голову. Какой-то, знаешь, тяжелый рок, который ты слушаешь, и тебе просто хочется вокруг все крушить и ломать. То есть внутри вот такие состояния переживаешь. И вот какую-то тяжелую музыку. Возможно, какую-то конкретную песню я бы не назвала, но вот именно жанр вот такой. Как эта песня у меня в голове сейчас просто пришла, когда ты говоришь про какой-то тяжелый рок. One Way to Hell, что-то такое. Помнишь? Highway to Hell. Highway to Hell, точно. Да, Highway to Hell. Я ее слушала, когда в машине была за рулем и ехала на работу. У нее довольно веселенький мотив. Текст такой интересный, но мотив такой веселенький. Да. Нет, возможно, не совсем цензурно, но, возможно, я не знаю, есть такая песня. Но она не очень цензурная на английском. Я не буду ее говорить. Возможно, название оставим текстом. У нас без цензуры. Но она называется «Die, Motherfucker, Die». Ага. И она очень сильно в таком роковом мотиве. Вот я почему-то про нее подумала, что вот под такую песню хочется просто все ломать и крушить, но ты сидишь на брифинге и улыбаешься. А внутри у тебя играет эта песня условно. Что-то такое. То есть у тебя еще вот эти вот негативные воспоминания, они все еще одерживают верх. Да, если сравнивать с чем-то позитивным. Да. Но потом это все выравнивается. У меня тоже так было. Потом это все выравнивается, как ты вспоминаешь, как смотришь как на приключение, которое с тобой произошло. Интересное приключение. Да. Но вначале кажется, что прям ты как будто бы, не знаю, опустошен. Постепенно, восстанавливаешься. Все равно. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Материлась ли ты на борту? Нет. Вообще никогда. А был ли какой-то пассажир, которого хотелось обнять? Прям обнять? Наверное, нет. Чаевые давали? Нет. Нет? И еще один вопрос. С каким ароматом или запахом у тебя ассоциируется Дубай? Приторное. Что-то прям приторно-сладкое. Финик? Я не знаю. Нет, не финик. Но я в Дубае не пробовала финики, кстати. Но вот это такое, знаешь, наверное, очень приторный, резкий запах. Вот сам Дубай, он очень такой вычурный, очень напыщенный, так скажем. Или как арабский парфюм. Вот эти вот девушки, которые проходят в Дубае. Да. И для меня, наверное, такой. это слишком, вот что-то такое too much, так скажем. Поэтому я вообще в целом человек, который может не пользоваться парфюмом. Для меня какие-то лишние ароматы — это слишком. Это, наверное, что-то вот про резкость, когда этого слишком много, хочется немного сдержанности, а вот в Дубае нет сдержанности, в Дубае все на максимум выкручено. Причем гипертрофировано на максимум. Здорово. И последний вопрос, финальный. В чем смысл жизни, Маш? Я думаю, смысл в комфорте. Найти то, что тебе по душе, какое-то внутреннее спокойствие найти, внутренний баланс. Для меня, наверное, вот это сейчас вопрос такой открытый. Искать вот это, находить для себя спокойствие, умиротворение. Больше ничего не хочется. Спасибо тебе большое за то, что приняла приглашение, согласилась, за твою честность, искренность, улыбку. Я тебе желаю, чтобы ты пребывала в этом комфорте, нашла этот комфорт. И воспоминания, которые у тебя есть про Дубай, про Emirates, про все это время, они стали для тебя приятными, как какое-то легкое воспоминание, как какое-то приключение. Да, и чтобы было легко на душе, свободно. Да, спасибо, Марина, большое. Да. Да, я все-таки считаю, что это своего рода определенный буст. И я бы советовала всем, кто хочет, пробовать и не бояться. Спасибо вам, ребята, что были с нами. Подписаться на мой канал вы можете по ссылке внизу. И я очень всегда рада, когда вы мне пишете в личных сообщениях в Телеграме,
о том, какой у вас опыт, есть ли у вас какие-то вопросы, какие-то свои истории. Я всегда очень рада читать и вам отвечать. Ну что, мы сейчас идем встречаться с нашими девочками с нашего курса, который не так давно у нас завершился. И поскольку я нахожусь в Петербурге, воспользуемся этим случаем. И у нас уже будет встреча вживую. Мы общались онлайн очень долго, почти, наверное, месяц суммарно. Да, и сейчас у нас... Это наша с тобой первая встреча, и кстати, у нас сразу на подкаст. И сразу на подкаст, и сразу с девушками встречаемся. Так что вот такой у нас насыщенный день. Желаем вам добиваться своих целей, стремиться и всего самого-самого хорошего.